Здравствуйте, это Vivo Telecom, и мы сегодня представим вам еще один фонарь от компании Phoenix. Вот такой вот будет малыш в этот раз. Это пистолетный фонарь с креплением на планку Picatinny. Ну и на Glock, соответственно, они чуть отличаются по вставке, поэтому на Picatinny и на Glock. Компактный, выглядит неплохо, USB зарядка стандартная, Type-C у него есть. И что нас еще привлекло, это использование стандартного аккумулятора 18350, потому что некоторые такие вот малогабаритные фонари используют собственные аккумуляторы, и когда он выйдет из строя, непонятно, где его будет брать. Управление у него достаточно удобное, сейчас о нем расскажу, о комплектации тоже. Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал. Наша новая цель 100 тысяч подписчиков набрать. Начинаем с комплектации. Так, по комплекту и по упаковке, ну и по характеристикам тоже пройдемся. То есть сам фонарь поставляется вот в такой пластиковой упаковке. 1200 люмен у него максимальная яркость. И режимы работы у него следующие. То есть есть максимальная яркость 1200, работает он 1 час на этой яркости. С аккумулятором 18350 в комплекте идет на 1100 мАч. Максимальная дальность при этом 210 метров составляет. И есть режим высокий, 350 люмен. Он работает 2 часа, 110 метров при этом. Ну и есть режим строп на максимальной яркости. Влагозащита и пылезащита IP68 выдерживает падение до 1 метра. Теперь по комплекту идет сам фонарь с аккумуляторной батареей 18350. Она внутри стоит, шнурок Type-C и Type-A с другой стороны USB. Уплотнительное кольцо и вот такая вставка на 1930, на 1913, то есть это на Picatinny стандартную. По умолчанию здесь стоит на Glock вставочка, то есть вот она убирается и можно установить 1913 мил STD стандарт. Он чуть отличается по габаритам, соответственно, чтобы плотно стояло на оружии, можно эту вставочку поменять. Так, давайте я тогда вам сразу покажу аккумулятор. Здесь подпружиненный, естественно, контакт плюсовой. Аккумулятор фирменный от Phoenix, 18350, емкость 1100 мАч. Ну, вот такой комплект. Сейчас тогда перейдем к управлению. Так, по управлению имеется в хвостовой части 2 кнопки. Соответственно, подойдет данный фонарь и для левой руки, и для правой руки. Далее имеется крепление на планку. Соответственно, каким образом происходит? Когда рычаг мы оттягиваем, планка ослабляется, когда мы его устанавливаем, она встает на направляющую. С другой стороны у нас есть вот такая подвижная планка тоже на винте, и вы, соответственно, можете либо ослабить, либо закрепить планку более плотно под разные типы оружия. Здесь, ну или под разные типы крепления. Здесь у нас под резиновой заглушкой стандартный порт USB Type-C. Сзади вот эти 2 кнопки вот с такими насечками, они сделаны для удобства. А спереди у нас светодиод Luminous с TIR-оптикой. Теперь по управлению, смотрите, чтобы его включить, нужно просто кратко нажать на кнопку. Здесь у нас есть 3-секундный индикатор заряда батареи. То есть кратко нажимаем, включаем. Чтобы переключить режимы, нам надо зажать 2 кнопки. То есть вот включен
второй кнопкой перебирая, мы режимы переключаем. Теперь, если, ну, естественно, давайте я вот, например, малый свет включу, да, выключу, есть память. То есть второй раз я, если включаю повторно, то он на таком режиме и работать будет. Теперь как включить строп? Если у нас включен свет и мы зажимаем кнопку, любую, левую или правую, включается строп. Ну, то есть управление максимально упрощено и понятно, думаю. Ну, то есть я считаю его вообще фактически идеальным. То есть сейчас еще покажу, как на оружии это все управляется. Вы поймете, что это действительно удобно. Так, каким образом осуществляется крепление? То есть ослабляем планку, рычаг этот поднимаем вверх, заводим с этой стороны и заводим сюда. И, соответственно, затягиваем планку назад. Блин, я там не попал. Все. Фонарь установлен. Нигде никаких болтаний нет. Теперь смотрите по поводу включения. То есть можно снять с курка и, соответственно, управлять правой рукой. Ну, если вы правша, конечно. Можно также взяться здесь и включать. Здесь еще сделаны такие вот вырезы специальные, чтобы было удобно держать пистолет, в принципе, еще и за фонарь. Дополнительное удержание. Но я считаю, что все-таки удобнее все-таки удаленным пальцем правой руки включать-выключать фонарь. Ну и также можно строп задействовать. Ну вот такое управление. Говорю, достаточно удобное действительно. Так, смотрите, по поводу управления. То есть с двух сторон у нас кнопки одинаковые. То есть я могу, не перехватывая пистолет, нажать сразу кратко, либо могу второй рукой нажимать, или даже вот так вот. Тоже, в принципе, двумя руками держать. Можно удерживать. Смотрите, чтобы включить строп. То есть я кратко нажимаю при включенном свете, зажимаю кнопку, отпускаю, опять горит длинный. Чтобы переключить режимы, надо прижать две кнопки, и мы уже переключаем. Есть память, то есть какой режим был включен, тот по нажатию опять и включается. Теперь смотрите, это самый яркий источник. Могу зажать, включить строп. Смотрите, переключаю режимы. Это малая, это высокая. То есть 3 режима всего фонаря. Малый, большой и строп. Так, ну что, давайте заканчивать тогда с фонарем GL19R. Действительно удобное управление, в принципе, никаких претензий у нас к фонарю нет. Единственное, могла бы быть, конечно, емкость аккумулятора, возможно, побольше, 18350. Ну и ток заряда тоже составляет 0,7 ампера, могла бы быть и повыше эта величина, но с другой стороны, при такой небольшой емкости все равно заряжаться он будет достаточно быстро. Поэтому не за что ему снизить оценку, вполне удобный и продуманный по конструкции и по управлению фонарь. Все, у кого есть вопросы, тогда задавайте их в комментариях. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.